Всем привет! Вы на канале Черничный хутор, где семья живет в лесу. Обычно наши ролики о влогах нашей жизни. Но сегодня я хотел бы с вами поговорить о вьетнамских свиньях. На нашем хуторе мы держим свиней только 2 года. Мы живем 2 года здесь и все 2 года держим вьетнамских поросят. Но держать мы их стали и столкнулись с ними еще лет 10 тому назад. Когда-то была такая интересная история. Теща 2 недели подряд ходила доить коров и увидела в жите маленького поросенка. Она сказала, говорит, это скорее всего дикий. Ну, несколько часов мы за ним гонялись, засунули вот в такую клетку его и принесли домой. Принесли домой, начали разглядывать. 10 лет назад вьетнамские свиньи были очень слабо распространены по Беларуси. Принесли мы этого поросенка тогда домой. Он у нас пожил в заперти ровно неделю. И через неделю мы начали выпускать. И первое, что нам понравилось в нем, это чистоплотность. И вот этот поросенок у нас, мы оглянуться не успели. Мы тогда держали чисто кур. Кроме кур у нас птицы ничего не было. И даже не было никаких предпосылок и мыслей, что мы заведем поросенка. И поэтому мы курам всыпали зерно, наливали воду. За этим поросенком мы не ухаживали вообще никак. Еду не варили и оглянуться не успели, как пришла осень. А поросенок Васька уже стал боровым на килограмм такой 70. И уже ближе к зиме нам пришлось его заколоть. И так получилось, что мы вырастили 70 килограмм мяса вообще без ухода. Он кушал с курами, куры спали на нем. Он спал, залезет там, где корыто с водой, ляжет, они на него. Вот так вот и вырастили мы. И после этого мы старались каждый год завести вьетнамского поросенка. И просто каждый год менялись на цыплят. Именно поэтому, когда мы переехали на хутор, у нас первые мысли появились, это завести вьетнамских свиней. Но в этот раз мы их уже не просто выращивали на мясо, мы их разводили и получали от них потомство. И теперь у нас есть стаж 10-летний, и мы можем с вами поделиться о содержании вьетнамских свиней и найти как минимум 10 плюсов в их содержании. Итак, самый первый плюс и самый главный для нас это чистоплотность вьетнамцев. Причем чистоплотность не только среди всех свиней, например, там ландрасов, мангалец, которые где идут, там и в туалет ходят. Но даже в отличие от других животных, то есть овца, коза, она нагадит. А вьетнамская свинья, посмотрите, 2 года живут они на вольном выгуле. Посмотрите, какой газон возле дома. Они в туалет здесь не ходят. Даже на вольном выгуле они нашли себе место и ходят подальше от дома. А в сарае то же самое. Они себе отделяют уголок. И поэтому из-за чистоплотности у вас будет всегда чисто в сарае, всегда чисто возле дома. И минимальная уборка сарая. Второй плюс. Они не роют газон. То, что не роют вообще, это миф. В любом случае, их родственники это дикие кабаны. Здесь, где слабый и не образовался еще дерн, они подрывают. Но где годами растет трава, им, скорее всего, сложно испортить этот дерн. Третий плюс у вьетнамцев это ихнее питание. Конечно же, что существует такой миф, что он не исключительно травоядный, и вы можете вырастить 100-килограммового кабана только на траве. На самом деле они и травоядны, и всеядны, и сыроядны. А всеядные не такие, как и люди. Если вам на стол положить кусок мяса и банан, вы же все равно выберете кусок мяса. Так и эти свиньи, они все равно будут выбирать, что пожирнее, что посытнее. Плюс в них в том, что действительно они едят много травы летом и даже сена едят зимой. Плюс в том, что вам не надо
как у бабушек в деревнях, помните, котелки, чугуны. И вам не надо наваривать много еды, причем ее варить. Четвертый плюс – это интеллект этой свиньи. Интеллект свиньи схож, как у собаки. На нашем канале много было случаев интересных. Как наша свинка ушла на 3 дня в лес рожать. Как наша свинка ушла на 2 дня в лес искать себе самца для потомства. Был даже такой случай, что кабан ушел на месяц, где-то потерялся, и через месяц он все равно вернулся, нашел дорогу домой. И с нами они могут в лес уходить километров 3-5 и всегда возвращаются. То есть до такой степени умные животные, что они запоминают не только дорогу домой, они даже с вами будут играться, как собаки. Отстань. Здоровая, сильная, согласен. Ну отстань. Ну сильная, ты с ног меня свалишь. Пещенка, ты меня с ног смотришь. Ты меня с ног смотришь. Пещеночка. Хороший удар. Ты играться хочешь. Как играться хочешь, ты вредина ты. Пятый плюс. Скороспелость этих свиней. Уже в 3 месяца они уже гуляют и могут оплодотворяться. Уже в 4 месяца вы можете заколоть кабанчика и его кушать. Вам не надо ждать, как большую свинью, целый год. 4 месяца и готово. Вы скажете, так они ж не растут такими большими, как белые свиньи. Так вам можно и не забивать полную морозиловку. Вот представьте, когда вы колите белую свинью, вам надо ее сразу, эту тушку, обработать. То есть вам надо морозильный ларь, вам надо делать тушенки, коптильни, колбасы. Вы можете забить вот такого поросенка, который будет весить в 4 месяца, ну, килограмм, смотря чем будете кормить, от 20 до 40. И сразу же положить его в обычную морозиловку и приготавливать пищу. 6-й плюс. Эти свиньи миролюбивые. Они свободно уживаются с нашими собаками, овцами, козами, котами, с птицей. Обычная белая свинья, если к ней залетит курица, утка, она ее сразу съест. Обычный, та же мангалица, если что-то ей не понравится, она нападет не то что на животное, она нападет вас и покусает, и порвет, и загрызет. А наш первый поросенок, он спал с курами. Конечно, есть минимальная агрессия, но они просто показывают своим визгом, что мы хотим кушать, или тебя толкают, мы хотим пройти, или... Но так, чтобы напали, разорвали, такого у этих свиней нет. Видите, она идет поразговаривать, пообщаться. Дочечка, ай ты моя хорошая, ай ты моя умница, погладиться пришла. 7-й плюс – это отменное здоровье. Отменное здоровье не только среди других свиней, но и среди вообще всех домашних животных. За 10 лет у нас ни разу не было ни одного падежа, ни разу никто не сдох. То есть вы экономите на лекарствах, никого не лечите. 3 месяца назад, около 20 километров от нашего хутора, случилась болезнь африканская чума. В деревне вымерли все свиньи. День-два и погибали. Когда я позвонил туда местным жителям, я говорю, что мне делать? У меня вообще свиньи по вольному выгулу гуляют. А они сказали, что вымерли все свиньи, кроме вьетнамских. Да, это научно не доказано, что вьетнамские свиньи не болеют африканской чумой. Но, видите, слухи ходят, и мы видим, что они гуляют даже среди диких кабанов, и не было ни разу никакого падежа. 8-й плюс, они в разведении очень просты. Они великолепные мамаши. Как у белых свиней, свиньи неаккуратные и могут затоптать свое потомство. Не 1-2, а бывает и
половину потомства белая свинья затопчет. Когда наши свинки были молоденькие, у нас не было ни одного падежа. Но когда уже стали старше, неуклюжей, один раз у нас действительно случилось такое, что поросенка задушила свинка. Но это напротив белых один раз. Это просто, можно сказать, ничего. Вы, если кто-то смотрит свиные форумы, свиные каналы ютуба, у всех свиней огорожены углы и включена лампа. Это для того, чтобы поросята прятались под лампу, чтобы свинья их не задушила. У вьетнамцев это редкость. Причем у белых свиней очень часто встречается, что она съедает свое потомство. У вьетнамцев такого нету. Вьетнамские свиньи до такой степени хорошие мамаши, что они вьют гнезда, как куры. У белой свиньи уже этот инстинкт утерян. Белая свинья на морозе, поросята могут погибнуть. И без лампы, без участия человека это невозможно зимой принять даже роды. Вьетнамская может вот даже в такую погоду в лесу сделать гнездо, и все поросята выживут. Этому у нас есть доказательства, как видеоролик, когда наша свинка ходила в лес и поросилась при температуре +3. В этом углу включайте, смотрите. Вьетнамские свиньи до того хорошие мамы и миролюбивые животные, что могут кормить не только своих детенышей, но и чужих. У нас много было случаев, что одна свинья кормила детей других свиней. Причем вот дикий кабан, его вырастили наши вьетнамцы. 9 плюс, то, что они не шумные. То есть любой дачник, которому запрещено держать свиней, может тихонечко в своем загончике держать, и соседи не узнают. То есть если обычную свинью держат только в деревне, то вьетнамцев держат и в городах, и на дачах. Я помню, когда моя бабушка держала в деревне свиней, час до того, как их будут кормить, свинья вышибала двери, кричала, орала: дайте покушать. У вьетнамцев такого нету. Тихие, миролюбивые, спокойные. То есть они не ломают, не сгрызают сарай, инвентарь. То есть обычная белая свинья выломает вам калитку, сгрызет бетонные блоки. Это спокойно ляжет в солому и будет спать. Поэтому им не обязательно в сарае заливать бетонный пол, а просто настелить соломки. Сейчас 5 января. Куда идет человек, туда они пойдут с вами. Это пастбищные животные, которые даже сейчас ходят и кушают травку. Вместе с овцами и козами. Как для меня, 10 плюс беконное мясо. Оно вкуснее, чем у обычной свиньи. Хотя, если честно, встречал людей, которые говорят на любителя. Как для меня, сало нежнее, оно такое, как масло. Чуть ли не можно намазывать на хлеб. Вот, я лучше заведу себе обычных белых, там хоть заколол, так заколол, много мяса. Такие люди есть. На ферме тех 100 голов, то лучше держать белую. Белую свинью, там действительно больше мяса, и на продажу держат их. Но если вы обычная среднестатистическая семья, и если у вас есть выгул, трава, загон, то вьетнамцы намного лучше обычных свиней. В 100 раз лучше. Это наш дикий кабан. Конечно, больше это для эксперимента. Хочется получить чуть-чуть крупнее свинок. Хочется получить свинок, которые еще больше, у которых еще лучше будет иммунная система. У которых будет разноцветный окрас. Ведь ни для кого не секрет, что скрещенные животные еще сильнее, плодовитее и крепче. Вот посмотрим, что с этого получится у нас.
Ну что, друзья, 10 плюсов я вам рассказал. Несколько мифов мы с вами развеяли, рассеяли. Я думаю, почти каждый из вас, даже тот, кто живет на 9 этаже, уже согласен завести вьетнамцев. Так вот, сейчас ваша задача, если вы действительно захотели завести вьетнамцев, найти проверенного продавца. Если такого нет, тогда купите поросят в разных местах. Потому что вам действительно может попасться продавец, который верил в миф и кормил одной травой и допускал близкородственное скрещивание. Поэтому покупайте в разных местах по поросенку. И тот поросенок, который быстрее всех растет, оставляете его или на потомство, или покупаете у того продавца еще поросят себе. Все, друзья. Всем пока, всем удачи. Пищал. Не кусайся, ну пищал.